Всем привет! Сегодня мы приехали в Крылатск, это мекка любителей лайкры и тонких колес. И вы спросите, а зачем же мы здесь? Оба! Так вроде снимают шоссеры ногу с велосипеда. А мы сюда приехали, чтобы рассказать вам про байк, который называется JT Great. Это специальная линейка, которая сочетает в себе шоссейные характеристики байка, и плюс на этом же байке можно выехать на грунтовую дорогу, на тропинку и чувствовать себя вполне комфортно, ну, в меру разумного. Сегодня я чуть подробнее расскажу про него и покажу, как на нем можно ездить. Логично было бы начать с того, что пояснить, чем отличается гравийный байк от шоссейного. Ну, в первую очередь, это, конечно же, рама. Гравийные велосипеды имеют немного другую геометрию, в отличие от шоссейных. У них более пологие углы рулевого стакана, чуть длиннее задний треугольник. Это сделано для того, чтобы добавить мягкости, во-первых, движению велосипеда. Кстати говоря, у них иногда опускается еще каретка, как вот на этой модели Грейда. То есть она чуть ниже, чем у шоссейного байка. Что касается вилки. Вилка карбоновая, ну, в принципе, у многих шоссейных великов тоже карбоновые вилки. Чем особенность? Здесь вилка с чуть большим зазором, то есть сюда можно поставить более широкую резину. Сейчас стоит 32-я, получается, резина по ширине. У шоссеров обычно меньше, 28. То есть, а можно поставить даже еще больше, там 36-ю примерно. То же самое и сзади. Если посмотреть, то задний треугольник расширен, ну, помимо того, что он удлинен, как я говорил, он расширен, чтобы сюда влезла еще больше резина. Мы также видим, что на гравийном байке здесь установлены дисковые тормоза. Они на все гравийных байках ставятся, сделаны для того, чтобы добавить эффективности на торможении, потому что когда ты едешь по гравию, нужно более эффективное торможение там, в поворотах, на спусках, нежели на асфальте, где достаточно обычных клещей. Здесь, кстати, их поставить нельзя. Ну, можно, кстати, поставить крыло. Вот здесь можно поставить и там. Ну, потому что, если вы захотите поездить, например, по грязи, то, возможно, оно вам пригодится. Чем-то он похож на циклокроссовый байк. То есть, вообще, эти три вида байков, они чем-то похожи. Но, как по мне, наиболее универсальный именно вот гравийный байк. Как я уже говорил, это JT Great уровня, кстати, не назывался еще уровень, это уровень Elite. Но есть еще уровень Expert и Comp, то есть это максимальная комплектация, есть комплектация подешевле и самая дешевая. Что касается этого байка, он стоит порядка 118 тысяч рублей, но здесь, как вы видите, все карбоновое, ну, многое что карбоновое и хорошая навеска. Что касается Elite, Эксперта, получается, что-то чуть пониже, он стоит 88, там тоже хорошие компоненты, ну, чуть более базового уровня, но вполне нормальный. И есть еще начальный уровень, те, кто хочет просто попробовать, что такое гравийный байк, он стоит 35 тысяч рублей, это комп. Ну, там, естественно, самые начальные компоненты, но для понимания, что это за байк, вполне достаточно. Немножко про компоненты этого велосипеда. Я обычно рассказываю очень подробно, на этот раз буду краток, чтобы не занимать ваше время. Карбоновая вилка, карбоновая рама, означает это жесткость. У нас здесь 28-е колеса, как и на любом шоссейном велосипеде. Это Стан, ZTR, очень надежные, хорошие колеса. Как я уже говорил, покрышки шириной 32 мм, у них по центру слик, по бокам протектор, чтобы можно было на грунте цепляться в повороте. Трансмиссия 105-я Shimano, надежная, хорошая, вынос 125-й, карбоновый подсидел, ВТБ, седло хромолевыми рамками. Ну, то есть все надежно, хорошо и, в принципе, довольно легко. Я поставил сейчас себе контактные педали. Естественно, велосипед этот первоначально продается без педалей, потому что каждый выбирает, какие педали он хочет себе поставить. По асфальту байк катит очень круто, то есть я не заметил, что он отличается от шоссейного байка. Конечно, у меня не такой большой опыт в шоссейном катании, но, в принципе, я провел пару сезонов, точнее, межсезонов на трековом кольце, поэтому я понимаю, что такое, ну, условно, шоссейный велосипед, трековый велосипед. На этом намного приятнее сидеть, хорошая посадка, очень удобное положение тела на велосипеде. Сейчас сильный ветер, надеюсь, меня слышно. При этом он хорошо разгоняется, прекраснейший тормозит, и я думаю, он еще неплохо должен вести себя на грунте, но это мы сейчас проверим.
что, как скажете, как вам байк? Как по мне, хороший агрегат для тех, кто любит гонять по городу и не хочет себе отказывать, выйдя на тропинки и какие-нибудь лесные дорожки. Мне на самом деле очень понравился. Вот вы видели, мы покатались по съезжалкам. Хороший довольно держак, неплохо едет вверх. Нормальный байк. Что ж, думаю, на этом стоит закончить наш обзор гравийного велосипеда от компании GT. Я уже как говорил, мне байк очень понравился. А вы не забывайте подписываться на мой канал, ведь видео выходит все чаще. Всем пока!